Всем огромный привет! И вы на втором канале у хуторянки Татьяны, который называется также Хуторянка Татьяна, но деревенский блокнот. Зачем я его создала? Ну, с целью каких-то болталок. Я люблю поболтать. Плюс, когда на основном канале я не имею права перебить тот или иной ролик, как в данном случае на основном канале у меня идет сериал по плетению сумки, я не имею права там перебивать другими роликами. Поэтому этот ролик выходит на этом канале. Советую вам быть подписанными на оба канала, чтобы ничего нигде не пропустить. И также многим нравятся мои болталки. Я люблю посидеть, посудачить на камеру о чем-нибудь. Но не суть. Итак, значит, многие уже знают, что я нашла альтернативу нашей потребительской бумаге. Это бумага для выпечки. Вот с одной стороны она лощеная, с другой стороны не лощеная. Она очень тоненькая. В прошлом ролике я об этом рассказывала. Подсказочку я вам, конечно же, оставлю. Теперь, значит, в комментариях разыгрались дискуссии. А смогу ли я их покрасить, обработать и все прочее. Значит, скажу сразу. Покрасить, да, попробовала. И сейчас я вам докажу, что они не раскисают. Это будет первая часть этого ролика. Морилка. У меня мока. Я разбавила несколько раз. Просто чтобы дать им оттенок. Вот я красила. У меня разбавлена морилка 1 к 10. Вот смотрите, разница по трубочкам. Вот это не крашеные, это крашеные. Просто, потому что бумага темная, я просто дала им оттенок. Вот так виднее. Вот. Сейчас вот эти трубочки скручены. Здесь очень мало витков бумаги. Это на спицу 1,5 из полосы 3 сантиметра. И вот вы сейчас посмотрите, что даже вот это, оно не раскиснет. Здесь очень мало намотано бумаги, поэтому это будет явный пример. Сейчас я их просто-напросто опущу. Видите, да? Просто не надо их держать полчаса в растворе. Взбили, струсили и положили. Все. И они лежат, сохнут. Они не раскисли, как вы видите. Они вполне себе нормальные. Здесь вот даже очень мало скрутки. Здесь мало слоев скручивания. И они не раскисли. Обычные трубочки. Кто сказал, что я их не смогу покрасить? Вот вам, пожалуйста. Теперь, значит, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы возьмем уже крашеные мной трубочки. Вот этого я еще, сразу говорю, не делала. Сейчас мы попробуем их обработать лаком. Вот моим способом, как я обычно готовлю, да, трубочки. Да, если вы не знаете, на основном моем канале, по ссылочке в описании на канал, последнее вышедшее видео как раз таки показывает, как я их обрабатываю. Ну, вы, конечно, сделаете и сейчас. Значит, что я сейчас сделаю? Я обработаю вот эти покрашенные трубочки. Они еще немножечко влажные. И обработаю совсем не крашеные, даже не увлажненные, а просто скрученные. Причем скрученные глянцевой стороной наружу. И вот мы посмотрим на этот эксперимент. Мы поглядим, что получится. Я как бы еще этого не делала, еще сама даже в раздумьях. А что же это будет? Даже не представляю. Немножко заминка произошла, но я уже все исправила. Так, я открываю лак.
И начинаю просто-напросто, так, это крашеные. И начинаю их просто-напросто покрывать лаком. Слушайте, как жарко на улице. Это ж вообще звездец какой-то, а. Это ж ужас. Это что творится? Мы куда вообще... Что у нас в этом году? Все напасти на бедную несчастную землю. А? Задыхаловка стоит невозможная. Неделю назад был катаклизм. Тут такое стояло. Град бил. Ливень стеной где-то с час, наверное. У нас... Мы тут чуть с ума не сошли. Огород убило в асфальт. Да, у меня еще есть огород. И об этом я нет рассказываю здесь, на этом канале. Так, ну вот я покрыла лаком. Немножечко их положу. Так, легли. Лак лег. Лег. Никуда он не скатывается. Теперь, значит, это вот вообще не крашеные, не увлажненные, просто скрученные. Причем глянцевой стороной наружу. То есть матовая сторона находится внутри. Начинаем. Почему не увлажненные? Ну, это смотря что плести. Я очень часто покрываю прямо совсем сухие трубочки. Немножечко только их. Бывает, ложу в холодильник, они с холодильника набирают немного влаги. Допустим, вот на ночь положила, а утром я их просто покрыла лаком. Бывает и такое у меня. У меня много чего бывает, поэтому вы будете подписаны на 2 канала, узнаете все, чего я творю. А не подпишитесь на 2, можете что-то и пропустить. Вот я их покрыла. Ну, что сказать. Да ничего, он никуда он не скатывается. Ладно, сейчас посушим, увидим. Которые не окрашены, они цвет не поменяли. А которые были окрашены, стали темнее. Что мы делаем дальше? Проверенным моим способом начинаем сушить феном. Сейчас немножко будет шумновато, но вы не переживайте. Ну, совсем чуть-чуть. Да все нормально, я вам хочу сказать. Даже очень мне нравится. Да, в моем чате Телеграма, ссылочку я прикреплю в описании, мы уже с девочками обсудили этот вопрос по поводу покраски, просушки, обработки и все прочее. И даже что лучше всего плести вот такой бумагой. Потому что там в чате у меня есть плетельщицы, которые уже давно ею плетут. И они поделились опытом. Поэтому, если у вас есть желание, можете добавиться туда в чат. Сейчас мы все это посмотрим. Сейчас я вот эту подсушу, которые были не покрашенные. Все в режиме реального времени. Ничего не выключаю никак. Так, это были покрашенные. Очень даже ничего. Но вообще я думаю, что вот этой бумагой, и уже мне даже рассказали об этом, что коренушки из этой бумаги вообще бомбовские.
Отлично. Все отлично. Это вот покрашенный. Вот вам, пожалуйста, ничего не раскисло. Даже обработалось моим старым методом. Вот вам, пожалуйста. А вы говорите, не покрасишь, не обработаешь. Все нормально. Так, теперь, что касается непокрашенных, просто покрытых лаком. Вообще, вот правда, не увлажняла, ничего не делала. Ну, в принципе, все то же самое. Можно и не красить. Допустим, если вас оттенок в рулоне устраивает, зачем тратиться на морилку? Та же самая песня. Смотрите. Вот вам и, пожалуйста. Офигенная трубочка. Вот такие дела творятся. Ну, я не знаю. Попробовать что-то. Нет, давайте мы насчет попробовать как-нибудь в следующий раз. Так, что я еще хотела рассказать? Вроде все. Вроде все на сегодня. Но это вот то, что касается обработки скрутки. Ну, конечно, если честно, вот я бы их совсем немножечко бы сбрызнула водой, прежде чем обрабатывать лаком. Надо было, конечно, немножко сбрызнуть. Все равно вот она, видите, она немножко, если ее развернуть, преломляется. Ну, в принципе, если плести. И еще, вот те, кто пробовал, говорят, что этой бумагой, вот если, допустим, веревочку из 3 плести, говорят, она красиво выглядит. Коренушки бомбовские. Но в плетении ситцем, вот эта бумага, любым ситцем, каким хотите, пробовать, будем пробовать. Потихонечку все это сделаем. Не сразу, не все. Я вам буду показывать, как я делаю, чего я творю, что у меня получилось. А вы мне в комментариях будете писать, что у вас получилось. На сегодня все. Вот о чем я вам сегодня хотела рассказать. Обязательно подписывайтесь. И увидимся снова. Всем пока. Напишите мне уже что-нибудь.